Приветствую всех на канале со сложным названием. Концерн Great Wall привез на автосалон в Шанхае новый внедорожник Tank 700, который фактически вырос из рамного сурового авто Wei-Tank 300, представленного в прошлом году и уже вышедшего на внутренний рынок по цене от $27 тысяч. Примечательно, что согласно озвученным в прошлом году заявлениям производителя, автобренд готовил к дебюту автомобиль с индексом 600. Но планы, видимо, изменились, и широкой публике представили модель 700 вопреки числовому порядку. На автосалоне Great Wall ограничился демонстрацией внешности нового внедорожника, не вдаваясь в подробности о технической части и других характеристиках своей модели. Но нам все же кое-что удалось выяснить, и мы готовы рассказать вам о наиболее примечательных фактах в нашем обзоре. Но прежде чем начать, хочу напомнить вам переходить по ссылочкам в описании и смотреть другие наши интересные обзоры на автомобили. А теперь переходим к нашему автомобилю. Китайская новинка даже для марки Tank выглядит нестандартно. Прежде всего обращает на себя внимание утилитарная стилистика, в которой оформлен внедорожник. Отчасти представленная модель больше похожа на армейские грузовики, чем на серийные автомобили. Причем, как ранее было объявлено, под маркой Tank будут выпускаться внедорожники премиум-класса. Новинка имеет высокий дорожный просвет и большие колеса на 22 дюйма, что косвенно свидетельствует о ее отличных ходовых характеристиках. Габариты пока не названы, но Tank 700 выглядит крупнее 300-го. Длина последнего составляет 4760 мм, колесная база насчитывает 2750 мм, а дорожный просвет достигает 224 мм, что, согласитесь, весьма неплохо. Остается надеяться, что новая 700-я модель не будет уступать 300-ке в отношении дорожного просвета, способного во многом обеспечить повышенную проходимость. Автомобиль оснащается ставшими уже фирменными для марки Tank круглыми передними фарами. Между ними пролегает трапециевидная радиаторная решетка компактного размера. Tank 700 получил массивный передний бампер, заметно выступающий на фоне кузова. В него встроены прямоугольные блоки с дополнительными фонарями, представленными в виде горизонтальных светодиодных полосок. На задней части предусмотрено полноразмерное запасное колесо. Фонари представлены в виде длинных светодиодных полосок, заходящих на боковую часть кузова. К примечательным деталям представленной новинки следует отнести наличие сдвоенных выхлопных патрубков, разнесенных по краям заднего бампера. О салоне пока почти ничего не известно, не считая нескольких ключевых особенностей. Одна из них заключается в разделенных креслах второго ряда с отдельными экранами медиасистемы и дополнительным тачскрином в центральном подлокотнике. На дисплей, кстати, встроенный в консоль, по всему видимому, вывели управление электрорегулировками сидений и климатом. Задние кресла внедорожника оснащаются выдвижными подставками для ног. Перед водителем T700 расположились 3 колодца, в которые вроде бы встроены экраны. По предварительной информации, Tank 700 будет иметь бензиновые моторы объемом 2 или 3 литра на выбор. Зато уже точно известно, что его оснастят полностью независимой пружинной подвеской и полным приводом с блокировками всех 3 дифференциалов. Хотя не факт, что такая трансмиссия доживет до серийного производства. Ожидается, что на домашний рынок Tank 700 выйдет в предстоящем году. За ними по плану подтянутся еще 2 внедорожника с индексом 500 и 600. При этом заявлено, что Tank станет глобальным брендом. К 2025 году Great Wall планирует довести объем продаж моделей новой марки до 500 тысяч единиц. Стоимость концепт-кара пока не была объявлена, поэтому поклонникам бренда, да и просто рядовым любителям мира авто, остается только ждать преддверия выхода новой модели на рынок. До этого момента о ценах, скорее всего, никому не сообщат. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!